Урок 201. Хороший сон. Эй, Анна, тебе когда-нибудь снятся действительно хорошие сны? Конечно, кто не любит хорошие сны. Да, вчера вечером я выиграла в лотерею и купила частный остров. Ух ты, это потрясающе. Во сне я был супергероем и спас мир от инопланетян. Это круто. Жаль, что я не могу быть супергероем во сне. Ты можешь стать кем угодно в своих мечтах, Джон. Просто закройте глаза и дайте волю своему воображению. Мне придется попробовать это сегодня вечером. Возможно, мне тоже приснится, что я супергерой. Кто знает. Возможно, вы даже спасете меня от этих надоедливых инопланетян. Ха-ха, было бы здорово. Будем надеяться, что нам обоим сегодня снятся хорошие сны. Урок 202. Вид на реку. Привет, Анна, ты когда-нибудь видела вид на реку с вершины холма? Нет, у меня нет. Приятно. Это потрясающе. Вы можете увидеть всю реку, протекающую через долину. Здесь так спокойно и расслабляет. Звучит прекрасно. Мне бы не помешало отдохнуть от города. Тебе стоит поехать со мной в следующие выходные. Мы можем устроить пикник и насладиться видом. Звучит как отличная идея. Я принесу закуски. И я принесу солнцезащитный крем. Мы не хотим обгореть, лежа на солнце. Отличная идея, Джон. Я не хочу выглядеть как омар. Ха-ха, я тоже. Хорошо, что мы заботимся друг о друге. Да, у нас отличная команда. Давайте вместе насладимся видом на реку. Урок 203. Карандаш и линейка. Привет, Анна, ты знаешь, где можно купить карандаш и линейку? Конечно, мы можем пойти в магазин канцелярских товаров на соседней улице. А я не знала, что поблизости есть магазин канцелярских товаров. Отсюда далеко. Нет, это всего в нескольких кварталах. Мы можем пойти туда пешком. Хорошо, пойдем. Мне нужны карандаш и линейка для урока математики. Мне тоже нужен такой для урока рисования. Я хочу нарисовать рисунок вида на реку, который мы видели в прошлые выходные. Отличная идея. Мы можем использовать наши новые карандаши и линейки для создания точных линий и измерений. Да, и мы можем сравнить наши рисунки и посмотреть, кто справился лучше. Ха-ха, вызов принят. Но давайте сначала не забудем линейку и карандаш. Хорошо, пойдем в магазин канцелярских товаров и купим то, что нам нужно. А теперь перейдем к художественному конкурсу. Урок 204. Конкурс выступлений. Привет, Анна, ты слышала о конкурсе выступлений в школе на следующей неделе? Да, я так и сделала. Планируете ли вы принять участие? Я думаю об этом.
Я практиковал свою речь о пользе употребления овощей. Звучит как отличная тема. Возможно, вы уговорите судей есть больше брокколи. Ха-ха, таков план. Как насчет тебя? Участвуете ли вы? Да, но я все еще пытаюсь придумать тему. Что ж, вы хорошо рисуете. Возможно, вы могли бы выступить с речью о важности художественного образования. Отличная идея. Я мог бы рассказать о том, как искусство может вдохновлять на творчество и воображение. И как это может сделать скучные занятия веселее. Именно так. Кажется, я нашла свою тему. Спасибо, Джон. Без проблем, Анна. Мы оба станем победителями конкурса выступлений. До тех пор, пока мы не споткнемся по дороге на сцену. Ха-ха, будем надеяться, что нет. Мы не хотим, чтобы нас называли неуклюжими речами. Урок 205. Пробка. Привет, Анна, ты сегодня утром попала в пробку. Да, я так и сделала. Это было ужасно. Я застряла на шоссе больше часа. Ух, ненавижу пробки. Что вы сделали, чтобы скоротать время? Я послушал музыку и попытался немного помедитировать, чтобы успокоиться. Неплохая идея. Обычно я просто злюсь и начинаю сигналить. Ха-ха, это не помогает трафику двигаться быстрее. Да, знаю. Мне нужно поработать над своим терпением. Я тоже. Но когда опаздываешь на работу, тяжело. Расскажите мне об этом. Я должна была быть в офисе полчаса назад. Ну, по крайней мере, у тебя есть веское оправдание. Вы можете винить в этом пробку. Да, мне придется его использовать. Возможно, мой босс разрешит мне уйти сегодня пораньше. Было бы здорово. Тогда мы сможем избежать пробки по дороге домой. Ха-ха, будем на это надеяться. В противном случае мы застрянем в машине навсегда. Урок 206. Уборка дома. Привет, Анна, ты уже закончила уборку в квартире? Нет, я все еще работаю над этим. Это бесконечная задача. Расскажите мне об этом. В прошлые выходные я убрался в своей квартире, и там уже снова грязно. Да, похоже, что у пыли и грязи свой разум. Я знаю, что вы имеете в виду. Иногда мне кажется, что я проиграла битву. Но подумай об этом так, Джон. Каждый раз, когда вы убираетесь, вы сжигаете калории и занимаетесь спортом. Ха-ха, это хорошее замечание. Возможно, мне стоит начать заряжать Fitbit за шаги, предпринятые во время уборки. Отличная идея. Вы можете установить новый рекорд по количеству шагов, предпринятых за один сеанс уборки. И, возможно, даже выиграете за это медаль. Ха-ха, кому нужна Олимпиада, когда у тебя чистая квартира?
Именно так. Теперь давайте вернемся к уборке и посмотрим, кто сможет сжечь больше всего калорий. Урок 207. Деловая поездка в Сингапур. Привет, Анна, вы слышали о новой деловой поездке в Сингапур? Да, у меня есть. Ты этим занимаешься. Да, я такой. Не могу дождаться, когда смогу попробовать все вкусные блюда и осмотреть достопримечательности. Звучит потрясающе. Но не забывайте о рабочей части поездки. Ах да, я чуть не забыла об этом. Но еда в Сингапуре настолько вкусная, что трудно сосредоточиться на работе. Ха-ха, я понимаю, что ты имеешь в виду. Я отправился в командировку в Японию и думал только о суше. Кстати, о еде, пробовали ли вы знаменитое сингапурское блюдо краб чили? Нет, у меня нет. Хорошо ли это? Это потрясающе. Вы должны попробовать, пока мы там. Хорошо, так и сделаю. Но мы должны стараться не переусердствовать и не засыпать во время встреч. Хорошее замечание. Нам нужно будет найти идеальный баланс между работой и отдыхом. А между ними, возможно, осмотрите достопримечательности. Да, определенно. Я слышала, что сингапурский флайер обязательно нужно посмотреть. Согласовано. Давайте максимально насладимся нашей деловой поездкой и повеселимся. Урок 208. Арбуз. Привет, Анна, тебе нравится арбуз? Да, я обожаю арбуз. Это один из моих любимых фруктов. Почему вы спрашиваете? Ну, я уже была в продуктовом магазине и увидела самый большой арбуз в своей жизни. В самом деле. Насколько оно было большим? Он был настолько большим, что мне пришлось носить его с собой в тележке для покупок. Ха-ха, это забавно. Тебе надо было сфотографироваться. Я так и сделала. Но потом я случайно уронила телефон в арбуз. А нет. Ваш телефон в порядке. Да, все хорошо. Но теперь пахнет арбузом. Ну, по крайней мере, приятно пахнет. Возможно, вы сможете продать его как новый аромат для телефона. Ха-ха, это отличная идея. Мне придется рекламировать его как аромат арбуза для телефона. Возможно, вы только что нашли свое новое бизнес-предприятие. Кто знал, что если я брошу телефон в арбуз, я смогу начать новую карьеру? Возможности безграничны, Джон. Все благодаря этому гигантскому арбузу. Да, давайте приготовим кусочек арбуза к новым начинаниям. Урок 209. Батарея моей камеры разрядилась. Привет, Анна, у тебя есть дополнительные батарейки для камеры? Простите, Джон. У меня нет дополнительных батарей для фотоаппаратов. А нет? У моей камеры разрядился аккумулятор, и я надеялся сделать несколько фотографий сегодня.
Что ж, вместо этого вы всегда можете использовать камеру телефона. Думаю, это вариант, но это совсем не то же самое, что использовать настоящую камеру. Ха-ха, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но, возможно, вы можете рассматривать это как вызов. Посмотрите, сможете ли вы сделать потрясающие фотографии на свой телефон. Это хорошее замечание. Возможно, я смогу использовать это как возможность расширить свои творческие возможности. Именно так. И кто знает, возможно, вы даже удивитесь тем, что можете запечатлеть на свой телефон. Ты прав. Спасибо за поддержку, Анна. Давайте посмотрим, какое волшебство мы можем сделать с камерой моего телефона. Это дух, Джон. Давайте дадим волю творческим сокам. Урок 210. Бывали ли вы в этом парке? Привет, Анна, ты когда-нибудь бывала в том парке на другом конце города? О каком парке вы говорите? С большим фонтаном посередине и плавающими вокруг милыми маленькими утками. А я знаю эту. Да, я бывал там несколько раз. Это такой прекрасный парк. Мне нравится, как здесь безмятежно. Да, это определенно отличное место для отдыха и наслаждения природой. А вы видели, как эти белки бегают и крадут у людей закуски? Ха-ха, да. Они такие озорные. Однажды я видел, как белка украла у маленького ребенка целый пакет попкорна. Это забавно. Эти белки точно знают, как прожить свою лучшую жизнь в этом парке. Они определенно верят. Кстати, о лучшей жизни, почему бы нам не устроить пикник в этом парке на эти выходные? Отличная идея, Анна. Мы можем принести себе закуски и посмотреть, как белки крадут закуски у других людей. Ха-ха, похоже на план. Давайте сделаем это. Урок 211. Бриллиантовое кольцо. Привет, Анна, ты видела новое бриллиантовое кольцо, которое я купил своей девушке? Нет, у меня нет. Могу я ее посмотреть? Конечно, посмотрите. Джон достает кольцо и показывает его Анне. Ух ты, это прекрасное кольцо. Твоей девушке повезло. Спасибо, надеюсь, ей понравится. Я месяцами копил деньги, чтобы позволить себе это. Уверена, ей понравится. Но вы знаете, что бриллианты – лучшие друзья девушек. Да, но как насчет лучшего друга парня? Это непростая задача. Может быть, хорошие часы или модная машина. Ха-ха, это хороший выбор. Но я думаю, что я останусь со своей верной собакой в качестве лучшего друга. Ой, это мило. Собаки действительно лучшие друзья человека. Безусловно, так оно и есть. А кому нужны бриллианты, когда к тебе безусловная любовь пушистой спутницы? Совершенно верно, Джон. Но не забудьте подарить девушке тоже это кольцо.
Ха-ха, я не забуду. Спасибо за напоминание, Анна. Урок 212. Разные типы собак. Привет, Анна, ты когда-нибудь видела корги? Это самые милые маленькие собачки. Да, я их видела. Но вы когда-нибудь слышали о немецком доге? Эти собаки огромные. Конечно, я слышала о них. Но давайте будем честными, корги намного симпатичнее. Об этом я не знаю. Немецкие доги могут быть такими же милыми, но совсем по-другому. Но может ли немецкий дог немного покачать задницей, когда он взволнован? Что ж, нет. Но они могут слюняво поцеловать тебя своими огромными языками. Ох, нет, спасибо. Я останусь на маленьком язычке корги. А как же хаски? Эти собаки такие величественные, с красивыми голубыми глазами и густой шерстью. Должен признать, хаски очень крутые. Но они так много пролили. Да, это правда. Но они компенсируют это своим дружелюбным характером. Думаю, это справедливый компромисс. Но я все же считаю, что корги лучшие. Что ж, по этому поводу мы можем не согласиться, Джон. Но, по крайней мере, мы оба можем оценить, насколько замечательны собаки. Урок 213. Стиральная машина не работает. Привет, Анна. Мне кажется, моя стиральная машина сломана. А нет, что произошло? Ну, я надела одежду и включила ее, но ничего не произошло. Вы убедились, что оно подключено к сети? Да, Это я это странно. проверила. Может, что-то Я даже застряло в попробовал машине. отключить его и снова подключить, но ничего не вышло. Не думаю, что да. Вчера все работало нормально. Может, он просто устал и ему нужно вздремнуть. Ха-ха, я не думаю, что стиральные машины так работают, Джон. Что ж, попробовать стоит. Возможно, если я накрою его уютным одеялом и дам подушку, оно снова заработает. Не думаю, что это так работает, Джон. Возможно, вам стоит позвонить ремонтнику, чтобы он осмотрел его. Да, наверное, ты прав. Но можете ли вы представить, действительно ли это сработало после сна? Я бы стал шепчущим в стиральной машине. Ха-ха, не думаю, что это произойдет. Но попробовать, думаю, стоит. Урок 214. Написание эссе о лучшем друге. Привет, Анна. Мне нужно написать школьное эссе о своей лучшей подруге. У вас есть какие-нибудь советы? Конечно. Во-первых, убедитесь, что вы говорите обо всем, что вам нравится в своем друге. Что делает их особенными для вас? Что ж, моя лучшая подруга всегда рядом со мной, когда она мне нужна. И они всегда готовы хорошо провести время, несмотря ни на что. Отлично. Вы также можете рассказать о некоторых веселых воспоминаниях, которые вы пережили вместе. Да, у нас было несколько довольно диких приключений. Как в тот раз мы попытались залезть на это дерево и в итоге застряли. Ха-ха, это неплохой вариант.
Не забудьте также указать некоторые сведения о личности вашего друга. Что делает их уникальными? Что ж, у моего друга отличное чувство юмора, и он всегда может меня рассмешить. А еще они очень лояльны и заслуживают доверия. Все это замечательно включить в свое эссе. Просто убедитесь, что вы не переборщите с комплиментами. Вы же не хотите, чтобы звучало так, будто вы слишком много пишете. Хорошее замечание. Не хочу, чтобы звучало так, будто я влюблен в своего лучшего друга или что-то в этом роде. Ха-ха, определенно нет. Но очевидно, что у вас прекрасная дружба, и я уверена, что ваше эссе отразит это. Урок 215. Употребление более здоровой пищи. Привет, Анна, я стараюсь стать здоровее, употребляя больше здоровой пищи. У вас есть предложение? Абсолютно. Во-первых, попробуйте включить в свой рацион больше фруктов и овощей. Они богаты витаминами и питательными веществами. Да, я стараюсь есть больше салатов, но они не такие вкусные, как большой сочный бургер. Ха-ха, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но есть и способы сделать здоровую пищу вкусной. Вы пробовали добавлять травы или специи в салаты? У меня нет. Что вы порекомендуете? Что ж, вы можете попробовать добавить немного свежего базилика или кинзы. Или посыпьте паприкой или тмином для придания дополнительного аромата. Отличная идея. Что еще? Еще одна вещь, которую вы можете попробовать, это приготовить собственные смузи. Вы можете добавить немного шпината или капусты, чтобы получить дополнительные питательные вещества, и они все равно имеют прекрасный вкус. На самом деле звучит неплохо. Как насчет закусок? Вместо того, чтобы доставать пакет чипсов, попробуйте перекусить сырыми овощами или фруктами. Палочки моркови и сельдерея с хумусом или кусочки яблока с арахисовым маслом – отличные варианты. Все это звучит как отличная идея. Спасибо, Анна. Возможно, я все-таки смогу устоять перед этим сочным бургером. Урок 216. Недостаточно печатной краски. Анна, вы знаете, что делать, когда в принтере заканчиваются чернила? У меня есть документ, который мне нужно срочно распечатать, но чернил на исходе. Ах, это расстраивает. Вы пробовали немного встряхнуть чернильный картридж, чтобы узнать, сможете ли вы извлечь из него немного больше чернил. Я этого еще не пробовал. Возможно, я попробую. Вы также можете попробовать перевести настройки принтера в режим черновика. Это позволит использовать меньше чернил и, возможно, прослужит немного дольше. Отличная идея, спасибо. Но что, если ничего из этого не сработает, и я все равно не смогу распечатать свой документ? Что ж, вы всегда можете попробовать написать это от руки. Помните карандаши и бумагу. Ха-ха, очень смешно. Мне нужно распечатать это для профессиональной презентации. Ладно, ладно, я просто шучу. Вы всегда можете попробовать пойти в типографию или воспользоваться принтером друга, если не можете заставить свой принтер работать. Да, это хорошее замечание.
Посмотрю, смогу ли я найти типографию поблизости. Спасибо за предложение, Анна. Без проблем, Джон. Удачи вам в экстренной ситуации с печатью. Урок 217. Бронирование билетов на отдых. Анна, я думала забронировать билеты на наш отпуск в следующем месяце. У вас есть идеи, куда нам следует пойти? А я так взволнована. О чем вы думали? Ну, я думала о пляжном отдыхе в теплом тропическом месте. Что скажешь? Звучит отлично. Как насчет Гавайев или Карибского моря? Это отличные варианты, но они могут быть немного дорогими. Возможно, нам стоит выбрать более доступное место. Хорошо, а как насчет Мексики или Коста-Рики? У них обоих прекрасные пляжи и отличная еда. Отличная идея. Позвольте мне проверить цены на авиабилеты и отели. Спасибо, Джон. А нет, цены на авиабилеты выросли на $200 с момента моей последней проверки. А нет, это нехорошо. Возможно, нам стоило бронировать раньше. Да, вы правы. Теперь нам придется заплатить больше или выбрать другое место. Или вместо этого мы всегда можем отправиться в путешествие. Это может быть также весело и доступнее. На самом деле это неплохая идея. Мы могли бы взять с собой кулер с едой и напитками и отправиться в путь. Видите ли, всегда есть худ без добра. Вместо этого давайте спланируем идеальное путешествие на автомобиле. Ты права, Анна. Иногда неожиданное оказывается даже лучше. Урок 218. Билеты на концерты очень дорогие. Анна, вы видели цену билетов на концерт, на который мы собирались пойти? Да, я так и сделала. Они такие дорогие. Я знаю, верно. Но я все равно очень хочу пойти. Я тоже. Возможно, мы могли бы сэкономить, съев лапшу рамен в следующем месяце. Ха-ха, не знаю, смогу ли я выжить только на лапше рамен. Но мы определенно могли бы сократить некоторые другие расходы, чтобы все заработало. Или мы можем попробовать проникнуть через заднюю дверь. Не думаю, что это хорошая идея, Анна. Мы не хотим, чтобы нас выгоняли еще до начала концерта. Хорошо, хорошо, вы правы. Но мы всегда можем попытаться подкупить охранника пакетом лапши рамен. Не думаю, что это так работает, Анна. Хорошо, отлично. Нам просто придется смириться с этим и заплатить высокую цену за билеты. Этот опыт того стоит. Согласен. Не каждый день нам выпадает возможность увидеть выступление нашей любимой группы вживую. Да, и мы расскажем отличную историю о том, как мы выжили на лапше рамен только ради концерта. Ха-ха, мне нравится, как ты думаешь, Анна.
Давайте сделаем это. Урок 219. Восстановление после простуды. Анна, ты чувствуешь себя лучше? Я слышала, что вы простудились. Да, сейчас я чувствую себя намного лучше, спасибо за вопрос. Я принимаю всевозможные средства, чтобы избавиться от этого. Что нравится? Что ж, я пил много чая с медом и лимоном и принимал таблетки витамина С. Ах, классические средства. Вы пробовали куриный суп? Конечно. Моя мама всегда клянется в этом. Но, честно говоря, мне это немного надоело. Я тебя слышу. Как насчет острой пищи? Это может помочь очистить носовые пазухи. Это интересная идея. Но я не хочу, чтобы помимо простуды у меня появилась изжога. Достаточно справедливо. Возможно, вам стоит попробовать имбирный чай или горячий тодди. А мне нравится звук горячего тедди. Что в ней? Это смесь виски, меда, лимона и горячей воды. Оно должно помочь вам заснуть и успокоить горло. Похоже, именно то, что мне нужно. Но я не уверена, что мне стоит пить виски, пока я еще выздоравливаю. Хорошее замечание. Возможно, мы могли бы приготовить безалкогольную версию, используя только мед, лимон и горячую воду. Отличная идея, Джон. И мы все еще можем притворяться искушенными взрослыми, которые пьют горячие пирожки. Ха-ха, именно так. Кому нужен алкоголь, когда вы пьете хороший горячий напиток, чтобы согреться? Спасибо за предложение, Джон. Думаю, я на пути к выздоровлению. Урок 220. Употребление меньшего количества алкоголя. Анна, я решила, что мне нужно сократить потребление алкоголя. В самом деле. Почему, Джон? Что ж, в прошлые выходные я слишком много выпил и в итоге посидел на голове на танцполе. Ух ты, жаль, что я не была там, чтобы увидеть это. Нет, у тебя нет. Было очень неловко. И я поняла, что мне нужно начать меньше пить. Наверное, это неплохая идея. Итак, каков твой план? Я подумываю перейти на безалкогольное пиво. Безалкогольное пиво. Но на вкус это как разбавленное пиво. Да, но вкус пива все равно остается без алкоголя. Не знаю, Джон. Думаю, лучше вообще отказаться от пива. Возможно, ты прав. Что мне выпить вместо этого? Как насчет стакана воды или фруктового сока? Фруктовый сок. Для меня это слишком здорово. Что ж, может, вам стоит попробовать безалкогольный коктейль, необычный безалкогольный коктейль. Звучит как хорошая идея. Я все еще могу весело выпить без алкоголя. Именно так.
И кто знает, возможно, вы даже запустите новый тренд среди своих друзей. Тенденция трезвости. Мне нравится, как это звучит. Добро пожаловать, подпишитесь на наш канал. Кроме того, мы поддерживаем несколько языков из других наших каналов.